Всем привет, с вами Банана Мастер, и сегодня мы пишем мини-проект. Это будет небольшой интернет-магазин со своей дисконтной программой. Стратегия, как и всегда. Вы слушаете и понимаете, а потом пытаетесь написать все то же самое самостоятельно. Если уверены в своих силах, то слушайте только условия, а потом пытайтесь решить все это самостоятельно. После чего досматриваете видео и сверяете свой ответ с моим. Ну что ж, поехали. В этом проекте у нас есть вот такая панелька, где мы можем выбирать продукты. Ну, например, зашли в магазин и хотим купить раз телефон, два лэптоп. Нажимаем «Рассчитать» и получается общая их сумма 2000. Ну, вот столько мы и видим. Если мы какой-то, знаете, постоянный клиент, мы можем это выбрать. Например, если мы такой вариант клиентов, то при повторном расчете у нас уже будет скидка 10%. По итогу я получаю стоимость 1800. Или же мы VIP клиент, и при клике скидка еще больше. То есть наша задача написать вот такую легкую систему подсчетов, где мы можем выбирать продукты и выбирать уровень скидок. Можем приступать к решению. Я открываю наш исходник, и здесь у нас уже подключено все, что нужно, ну и первичные вещи выполнены. С чего я буду начинать? Давайте изначально я получу состояние каждого из чекбоксов и вот этот select, ну то есть наши исходные данные. Они нам все-таки точно для решения потребуются, поэтому я вот под них сейчас переменные и посоздаю. Начнем мы, наверное, с типа клиента. Тип клиента это у нас вот такой вот select. Мы его копируем, вставляем и через точечку получаем выбранное значение. Также делаю еще одну переменную из фон, в которой будет как раз состояние, выбрали мы телефон или нет. Z у нас отвечает вот эта переменная. Чтобы взять состояние чекбокса, я ставлю точку и пишу checked. Такое же действие сделаю еще два раза, но под лэптоп и под часы. Также нужно переназвать переменное, чтобы оно не ругалось. Это у нас watch, это лэптоп. Окей. Самый верхний первый этап выполнен. Мы получили исходные данные. Дальше нам нужно что? Считать результат. И это значит, я сделаю переменную result, куда буду подсчитывать все наши результаты. С самого начала пусть будет 0, мы типа еще ничего не считали. Теперь мне нужно поставить несколько условий под варианты. И если в корзине у нас, допустим, телефон. Если в корзине есть телефон, то я открываю тело if и прописываю result плюс равно, то есть к прошлому новое значение 800. Альтернативное действие я провожу еще два раза, но под такие варианты, как лэптоп и часы. Лэптоп 1200, поэтому тут 1200. Часы у нас 300. Поэтому здесь вот такая сумма. После этой логики я уже подсчитаю в общем глобальную сумму нашей продукции. Далее, если мы уже подсчитали сумму, я могу ее вывести. У меня есть total amount, и с помощью inner.html я вывожу туда сумму, которая у нас получилась. Окей, проверяем, как оно функционирует. Выбрали, допустим, два девайса, клик 2000. Отлично. Но нам в конце нужно добавить еще знак доллара, поэтому я сделаю склеивание строк.
Это вот тут вот в конце плюс, строка и доллар. После этой коррекции у меня уже получается вот так. Видите, в конце доллар появился. Попробуем поменять суммы, например, добавить часы, а телефон убрать. И пересчиталось правильно. Значит, первый этап, оно уже хотя бы считает корректно. Но нам нужно добавить сюда еще дисконтную программу. Окей. Значит, что для этого нужно сделать? Как минимум для начала вычислять, какой тип клиента. Для этого я ниже пропишу switch и проверяем V. Какие варианты у нас тут будут? Я пропишу кейс, строка, перейду в HTML, найдем select, ага, 3 варианта. Я скопирую сразу всю тройку сюда, временно вот так вот поставлю и по чуть-чуть перенесу. Первый это new client, получается вот так оно будет у нас. Дальше еще один кейс. Это вот такой тип клиентов. Также копирую, забираю отсюда, вставляю вот сюда. И вот такой тип клиентов. Теперь вот это могу убрать. Если это обычный клиент, то у нас скидки нету, она 0%. Я так и напишу. Значит, что я для этого сделаю? Изначально сделаю переменную дискаунт, которая будет по дефолту иметь тоже 0. И если это новый клиент, то я так и пишу дискаунт 0. Ну, мог ничего не писать, по сути, я, ну, видите, тоже значение ставлю, но это только для наглядности. Также следующий этап. Если это новый клиент, у нас скидка 10%. Если это VIP клиент, 25%. После этого свитча у нас в переменную дискаунт записывается то, а сколько у нас скидка вообще. Я давайте также выведу это на экран. У нас, видите, вот эта штучка есть, вот она. И это у нас вот эта штука. Я в нее ниже с помощью inner.html выведу значение нашей переменной. Клик 0, там обычный 10, VIP 25. Но в конце нужно также добавить знак процента, поэтому я тоже делаю склеивание строк и добавляю процент. Вот таким образом. Проверяем еще раз. Клик 0%, обычный 10. Чудесно. Что ж, мы уже знаем, какой процент у нас есть в скидке. И теперь этот процент нужно использовать для математики. Сейчас нам нужно посчитать сумму скидки. Для этого я сделаю вот тут вот переменную sum discount. И считать мы сумму скидки будем следующим образом. Возьмем result, ну, общую всю сумму, умножим ее на discount и разделим на 100. Тут у нас происходит обычная математическая формула, на самом деле, называется крест-накрест. Если разбирать ее более подробно, считается все это очень просто. Например, у меня товара на 5000. И я знаю, что 5000 это 100% стоимости всего. И мне нужно узнать, а сколько из этих 5000, ну, например, 50. То есть, если мы, знаете, так вкратце математикой посчитаем, ну, можно сориентироваться и понять, что это 2500. Ну, то есть ровно половина. Но формула подсчета, она тоже как бы существует. И формула такая. Называется крест-накрест. Это, допустим, если мне нужно узнать x, я делаю что?
я 5000 умножаю на 50 и делю на 100. По формуле вот так вот. 5000 умножаем на 50 и делим на 100. Используем обычную математику. Немножко сократим. Вот так вот оно получается. 5 деленное на 10 у нас... Ну, давайте лучше не так. 5 умноженное на 5000 выходит 25. А дальше мы 25 делим на 10. Это минус нолик. И тут минус вот это. То есть получили тех же 2500, но уже другим способом. С помощью формулы крест-накрест. На всякий случай, чтобы мы закрепили, давайте лучше еще раз с другими цифрами поработаем. Например, у меня есть товаров на 125, и я знаю, что это вся стоимость, то есть 100%. И мне нужно посчитать, сколько из этих процентов, вот x, например, это будет 40. Точно так же буду считать. Это у меня получается как? 125 умноженное на 40 и деленное на 100. Все вот это я посчитаю таким образом, что сейчас открою консоль. И в консоли прям вобью это значение. Это 125 умноженное на 40, деленное на 100. Получаю 50. То есть вот мы и посчитали. Да, кстати, консоли можно использовать для разного простого подсчета, как в калькуляторе, чтобы постоянно не доставать телефон, не считать. Ну, я так и обычно и делаю. И исходя из этой формулы, мы вот тут делаем то же самое. Давайте, знаете, я даже по-другому напишу, чтобы нам было более понятно. Заново. У меня есть общая сумма, и общая сумма это у меня что? Result. Эту общую сумму я умножаю на что? На количество процентов, которые меня интересуют, это дискаунт. И дальше все это делю на 100. По итогу я получу сумму как раз нашего процента. Давайте также это выведем на экран, чтобы мы увидели, ну, вообще сумму, которая получилась. Возьму вот это, вот так вот, ой, вот так вот. И тут буду использовать другую переменную, subtitle, ну, то есть вот эту вот. Это у нас вот так. В конце процент убираем, там у нас доллар должен быть. Выбрали устройство, нажали рассчитать, 2000. Ну конечно, скидки нету. Выбрали скидку, и скидка уже 200. Отлично. Другую 500. Тоже прекрасно. Но я, наверное, записал его не туда. Это все-таки сумма скидки, и это нужно было вот сюда записать. Вот сюда это у нас вот такая штука. То есть поменяю переменную, куда записываю, и пересчитаем еще раз. Скидка. Отлично. Кстати, видели, доллар нужно писать в начале. И если его нужно писать в начале, то мне нужно поменять это местами. Ну, чтобы была другая последовательность. Я сделаю вот так вот, а тут в начале плюсик надо убрать. И видите, тут, кстати, еще минус в начале стоит вот этот. Я его также в начало и к нам добавлю. Ну, вот сюда. Проверим еще раз. Выбрали. Скидка VIP. Рассчитали. Отлично. Уже считает правильно. Что нам осталось? Нам осталось вывести сюда общую сумму, а сюда сумму с учетом скидки. То есть я буду сейчас редактировать эту строчку, потому что тут не до конца корректно. И также перезаписывать subtitle. Subtitle это вот это. Давайте я вот так вот сделаю. Subtitle напишу и перенесу в начало.
доллар, потому что он в нашем случае именно в этом контексте должен быть в начале. И просчитываем финальную сумму. Total amount.in.html равно. Финальная сумма это result минус сумма скидки, а это сам дискаунт. Смотрим, что у нас получится. Выбрали что-то, клик. Ага, скидка 0. Общая сумма без скидки 1500, со скидкой 0 1500. Выбрали другой тип скидки. Ага, пересчитала. Скидку побольше, пересчитала. Покликаем в разными вариантами. Я в конце, видите, опять забыл доллар дописать. Сейчас мы его вернем. И это будет вот так. Ну, все получается. Мы задачу решили верно. Если бы я хотел, чтобы знак доллара был слева, то давайте еще раз. Я бы его забрал отсюда. Поставил бы в самое начало вот так вот. И плюс. А теперь очень важный нюанс. Если я вот так вот оставлю и пересчитаю еще раз, уже что-то непонятное получилось, да? Что я сделал? Я поменял местами одну строчку, то есть вот этот маленький кусочек. И все сломалось. А почему она сломалась? Сделаем диаграмму кода. Result пусть будет у нас 1000. Скидка 100. Начинаем считать. Считается оно как? С самого начала у нас склеивание строк. Это доллар плюс 1000. Получается доллар 1000. Следующий этап. Строка минус число. Вспоминаем, как работает минус. А минус что делает? Преобразовывает левое и правое выражение в число. Из-за того, что вот это нечитабельное число, ну, так как там есть символ, который не может быть числом, у нас образовывается none. Далее, none минус 100 будет none. Любое математическое действие с none всегда дает none. И по итогу я как раз так и вывожу, видите, none. Если я хочу, чтобы оно работало корректно, то я возьму вот эту конструкцию, скобки, чтобы они выполнились первым, а потом уже в самом конце к нашему результату я прибавил доллар. И при вот таком микроизменении, скобки добавил, пересчитываем, все по-прежнему работает верно. Будьте очень внимательны. На этом примере я показал вам, что ошибку можно сделать просто молниеносно и вообще очень быстро. Особенно, когда вы делаете спонтанные решения. То есть, как я решил сейчас, что перенести знак доллара влево, и сразу же возникла ошибка. Я всмотрелся в код и увидел, ну конечно, у нас есть минус, и он преобразовывает это все в число. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все.